Знаете, если бы я поиграл в Genshin после Zenless Zone Zero, он бы меня вообще не впечатлил. Но если бы мне кто-то пару лет назад сказал, что я вообще буду сравнивать эти игры, я бы засмеялся. Но не суть. Главное то, что я был гача-ненавистником. Но знаете, после 2 месяцев в Геншине я как-то свое мнение изменил. И я с вами сегодня поделюсь своим опытом игры в Zenless, подмечу минусы с плюсами и, конечно же, скажу, стоит ли игра своего внимания или нет. Зайдя в игру, сразу попадаю в стильное лобби. И наконец-таки начинается пролог. Робот-зайчик пытается показать нашей героине новость о каком-то происшествии. Но тут подходит ее брат, Вайс, и начинается выбор гендера. Но так как в Геншине я выбирал парня, в этот раз я возьму... И, кстати, эту женщину зовут Белль. Вместе они садятся смотреть новости, и тут начинается новая катсцена. Группа каких-то ребят выкрала у бандюганов важный сейф. Затем они между собой болтают в стиле комикса, пока из-за угла не вылетает вертолет. Так еще и с фразой «подтверждаю приказ об атаке». После чего вся группа вместе с сейфом падает в сферический портал, в котором становится понятно, что, во-первых, мы упали в недружелюбное измерение, а во-вторых, что боевка тут очень даже прикольная. Само измерение, кстати, называется каверной, потому что она засасывает все на своем пути. И из этих измерений, которые находятся повсюду, выход найти не так просто. А теперь добавьте к этому, что везде по этому измерению ходят зараженные. Их тут называют эфириалы, или, как называю я, эфирчики. И если вдруг у тебя нет хотя бы минимального иммунитета к эфириуму, ты можешь просто мгновенно превратиться в одного из них. Как раз это и произошло с боссом той группировки, который вместе с нами упал в каверну. Только вот у него не было иммунитета. Он тут же начал по частям превращаться в огромное чмо. И, конечно же, нам нужно с ним подраться. А во время файта я впервые столкнулся с здешним парированием. Оно тут называется быстрой помощью. И технически это деф-атак при помощи смены агента. И последующая контратака. Но иногда просто деф. А предсказывать атаку, если что, можно по резкому желтому свечению. Если же оно будет красного цвета, запарировать ее нельзя. После чего начинается катсцена уже с тем, как Фаэтон, это наши главные герои, смотрят новости о том, что главарь Красных Клыков, то есть чел, с которым мы только что дрались, оказывается, упал в каверну, и неизвестно, что с ним стало. Затем к нам резко врывается Николь и просит наших ГГшек спасти остальных из их группы. То есть стильного робота с беретами по имени Билли и безэмоциональную Энди, которая неплохо так владеет катанами. На что ГГшки соглашаются, и нам впервые показывают, как идет дистанционное попадение в каверну. И наконец-таки управление передается нам. Правда, сначала надо будет прочитать обучалку. И уже после нее мы за нашего малыша бежим к терминалу, чтобы получить данные наблюдения. Но и тут все не так просто. Сначала надо пройти карту из Fall Guys'а? Чё? Но на деле это называется лабиринт Марселя, после попадения в который надо дойти до цели, чтобы получить какую-нибудь ценную информацию, в нашем случае данные наблюдения. И после, так как мы уже знаем, где примерно находимся, можно спокойно заходить в портал, который в самый нужный момент приводит нас к Энди с Биллом. Это тот самый с револьверами и та самая с катанами, если что. Мы их, конечно же, спасаем, и после побега из измерения Кала, наконец-то можно спокойно поговорить про их спасение. Нас благодарят, говорят о гонораре, что мы самые крутые, но мы это и так знаем, потому что теперь нам хотя бы дадут поиграть и побегать везде самому. И получив всякие награды, включающие даже горничную с бензопилой, они нашли меня, примагемы, они здесь, просто в другой обложке. Я не хочу. А говорил-то я о чем? Ах да, смола, мора и примагемы. Еще тут тоже есть ранги и, конечно же, айдишник. В общем, в этот момент можно получить разную халяву, везде потыкать. Я, кстати, так и сделал. После чего, наконец-таки, можно впервые побегать за нашу героиню. И не по каверне, как вы могли подумать, а по красивому городу. Который, кстати, довольно живой. У собачки лотерейный билет возьми, у злости из мультика лапшу закажи, у кофе-бота ежедневный бонус в виде энергии получи и сам город детально изучи. Одним словом, кайф. Как я понял, действие игры в целом происходит в постапокалипсисе, в мегаполисе, который называется Нью-Эриду. Вам, наверное, интересно, что за апокалипсис такой? Ну, эфирчики проникли в мир людей из порталов и уничтожили все живое, кроме Нью-Эриду, потому что в нем люди смогли дефаться при помощи ресурсов из этих самых порталов. Что-то жидковато, по-моему. Правда, я забыл кое-что пояснить. Наши ГГшки не просто так называются Фаэтоном. Это их название прокси в сервисе, где такие же прокси, как они, помогают людям с запросами. А их ник аккаунта на
этом сервисе считался легендой. Но так как в начале игры мы теряем наш аккаунт, достигать всего придется заново, при помощи фриланса, который по сути сделан для замены квестов мира из Геншина. И в целом прикольно обыгран. Спаси того, помоги тому, ну вы понимаете. Зато вместо оружия здесь бакуганы. Да, то есть разное оружие перцам не дать, и разный внешний вид из-за этого не получить. Но, как мне кажется, это потому что в игре великолепные анимации. И что-то в них менять как будто было бы непродуктивно. Особенно потому что там в анимациях просто все до мельчайших деталей сделано идеально. Я даже случайно посмотрел обзор, где чел 22 минуты подробно объясняет анимации. Плюс очень заметно, как они апгрейднулись в подаче самого сюжета. Если в Геншине это либо скучный диалог, либо мощнейшая катсцена, здесь это либо комикс, либо более прикольная версия диалога с эмоциями, либо максимально крутая катсцена. То есть 3 способа, а не один. Из-за чего все лучше запоминается и стильнее выглядит в целом. Правда, сам сюжет здесь подают не на блюдечке, а на крошечной ложечке, с которой ты зачерпываешь еще более миниатюрную ложечку интересного лора. Не скажу, что он какой-то сырой, но для меня ощущается менее масштабным и глубоким, чем в Геншине. Но еще очень важно то, что это все разбавлено фан-сервисом. Или даже наоборот. Тут фан-сервис разбавлен игрой, и я даже не знаю, минус это или плюс. Для примера, просто гляньте на скин Николь, которая позже получу из события китайского Нового года. Поэтому все вместе просто молча одобряем. Но про Новый год я немного заскакиваю вперед. Поэтому пока давайте перейдем в настоящее время, где я только-только открыл события в целом. Пособирал в них все, что мог, даже парня дамагера, и нафармил кучу гемов. А вы знаете, что это значит, да? Круточки на месте, которые здесь фармятся намного проще и веселее, чем в Геншине. И даже задумываться их фарме особо и не надо. Поэтому как только я нафармил первую десятку, я сразу же пошел их сливать. И угадайте куда? В баннер какой-то рандомной красной певицы. Где это? О, поиск сигнала. А где тут типа магазин этих круток? А вот. Ага. Вот давай, 7. Ага. Все, и кручу 10. Первые 10, поехали. Что? Что значит желтая? О нет, какой ревербератор? Я что, оружки крутанул? Не-не-не! Я крутанул оружки? Я тупой! Нет, не оружки. Не оружки? Какой-то фурий. Опять? Я не знаю, что это. Пожалуйста, перс. Я понял. S-ранг это что? Это круто или нет? Я не понимаю. Да, вам не показалось, вам не послышалось, я не понял, что мне выпало лего. Это просто, я не знаю, это максимальный рофл. Я, если честно, в афиге. Вот этот дурачок в прошлом, ну, это как можно не понять, что это лего? Ну, это просто сюр. Я знаю, что может показаться, что это какой-то байт или прикол, но это не так. Я реально не понял, что мне выпало лего. А вот если подробнее про фуреныша, который мне выпал, то он бьет он ногами, руки изящно держит за спиной и вообще тигр. Кстати, как раз после этого я на какой-то миссии впервые заметил, что можно, внимание, скипать диалоги. То есть, да, можно скипнуть почти что угодно, а не сидеть, спамить по мышке и думать о том, когда уже диалог этот закончится. Как человек, который играл в Геншин и сейчас играет, по секрету скажу, тут однозначно разрабам большущий респект. Потому что, давайте честно, душнота бывает везде. Я скипать устал, дайте поиграть, пожалуйста. После чего мне стали доступны местные данжи. Уже сейчас, даже на моем этапе, в них можно получать кучу всего для прокачки. Причем их еще можно настроить. То есть не надо ждать какого-то дня недели, чтобы пойти и пофармить все, что тебе нужно. В отличие от Геншина, где тебе надо в какие-то дни заходить, что-то запоминать. Просто зашел, пофармил и с кайфом ушел. А как вишенка на торте, это еще и прикольно описано лором. Мы якобы играем в видеоигру, которая симулирует бои в настоящей каверне. И как вы догадались, сюда мы, как и в Геншине, сливаем смолу. Только тут ее не 200, а 300. Если, конечно, считать баф от кофейни. Ну и вся эта шаблонность вызывает у меня чувство дойки. Но как только я вспоминаю, что это единственная гача с боевкой, и вообще это эксперимент от Hoyoverse, то есть они рисковали, то такие мысли сразу заменяются как бы таким мини-респектиком. Поэтому давайте это опустим. И уже на следующий вечер, напоминаю, во второй день игры, после слива смолы в данже я пошел покрутить еще. Правда, уже стандартный баннер, но вы посмотрите, какой кал мне выпал.
Прокал я, конечно, пошутил, но зато какой нежданчик. И да, я сначала опять не понял, что выбил легу. Но, к счастью, когда я уже начал писать другу в ТГ, чтобы спросить, что здесь считается легами, до меня резко дошло. Я тогда был очень рад, мне было очень приятно, но у меня Харумаса уже есть, которого я прокачал. Короче, пусть валяется. А пока перейду к максимально обосранным головоломкам с телеками. Знали бы вы, насколько душно мне было проходить даже одну такую головоломку. Я даже на момент монтажа испытываю максимальное отторжение просто от вкладки этих миссий на исследование. Но это позорище полное. Меня это прям выбесило, я не знаю почему. А еще из важного я встретил котика, который давал задание на исследование города. Вот это уже прикольно. А что еще прикольнее, так это местная бездна, которая тут полурогалик, полукомбо вообще всего. Если просто, то это прохождение левела с усилениями, которые ты выбираешь сам. Но для ее открытия мне надо было пробежать пару левелов с экзаменатором, чтобы они поняли, что я легенда. Правда, на одном из левелов экзаменатор увидел огромное чмо, от которого мы прятались, я даже словил мурашки. Но в нужный момент появилась какая-то тянка и лайтовенько миленько пробежалась, после чего кастанула смертоносную атаку ему в голову как зеницу. И хоть он затерпел, знаете, как будто бы правильно он делает, что от этой тянки улетает, а кто бы не улетел, да? А после, когда я закончил миссию, вроде бы бездна открылась. Но горечь в том, что, насколько я понял, альтернативой в ЗЗЗ считается оборона Шиюй, а не вот эта бездна, которую я открыл. Поэтому давайте я этот момент тоже опущу, потому что я в этих безднах что-то запутался, если честно. Поэтому лучше исправьте меня в комментариях, объясните, я буду рад почитать, как бы вот. Зато позже, когда я уже апнул 25 ранг, у меня открылся весь основной контент игры. И угадайте что? Да, я пошел это все фармить. Там было куча минигеймов, куча наград, но самое интересное, что там было, это события китайского Нового года. Хоть я не ознакомлен с тем, как оно у них празднуется, в игре все реализовано прикольно. Тут вам и болтушки с персами, и вайбовые катсцены, но самое интересное не это, а то, что в этом событии есть свой Fall Guys. То есть в начале, когда я проходил эти терминалы, не зря я что-то заподозрил. Потому что, ну, Fall Guys в другой игре? Что? Тут и куча карт, и мой любимый TNT Run. Но помимо него, внимание, вы сейчас офигеете еще больше. В игре есть куча игровых автоматов, в которых есть змейки, гоночки и еще куча всего. Сделано офигенно. Респект, мне зашло. А еще я совсем забыл рассказать про ежедневку. Тут вам для нее не нужны никакие душнейшие квесты. Здесь от вас требуется к собачке заглянуть за лотерейным билетом, бафнуться лапшой, бафнуться кофейком и просто поделать, что тебе в кайф, и все. Как по мне, ежедневка в гачах так выглядеть и должна. А не являться фиолетовыми точками в жопах мира, которым еще надо сходить и там что-то сделать. В общем, надеюсь, мою мысль вы поняли. А теперь давайте поговорим про боевку, отряды и прокачку в целом. Сама боевка здесь не очень углубленная, как и многие другие механики, из-за чего можно легко закрывать контент, даже если у вас самая конченная пачка в мире. А покажу давайте на примере моей. Вот у меня есть ДД, Харумаса. Прямо под ним видно то, что его стихия это электричество и то, что он ДД. Но в соло он так сильно дамажить не будет. Поэтому дополнительно я взял в пачку Фуреныша. Он здесь как помогающий дамагер или по-умному саб ДД. Но в отличие от Харумасы, он здесь нужен не для дамага, а для того, чтобы оглушить моба и дать 150% бонуса к урону остальным персам. Этой пачкой я закрывал все, что можно, и у меня вообще не было проблем. Ну а после еще нескольких дней игры я имел уже 26 ранг. И каждый день ежедневно фармил примерно по 10 круток, сразу же сливая их в баннер Астроял. А когда до гаранта оставалось 40 круток, я пошел крутануть еще одну десятку, но с нее ничего не выпало. Зато потом, когда я пошел крутить последние крутки, произошло это. Выпало. So nice to meet you. Да, мне повезло. И теперь у меня стоит вместо прошлого саппорта Астроял, который является лучшим саппортом игры. Но это сейчас я это узнал, а тогда я этого не знал. И единственное, чего мне теперь не хватает, так это ДД покруче, и все. Но тут я узнаю, что 12 февраля выходит новый ДД персонаж, Эвелин. И еще она и той же фракции, что и Астра. То есть это всякие бонусы к статам и все такое. И ее еще круто в сюжетке раскрыли, то есть просто x3 бонус, вообще кайфик. И пока я первые пару дней фармил и сливал смолу в данжи для прокачки персов, случайно заметил, что Астра дамажит по 8к, то есть... Напоминаю, у меня обычные перцы бьют по 500, по 300, по 170, но не 8300,
Я в афиге. Кстати, напоминаю, там Эвелин выходит через 2 дня, и мне фармить крутки надо, поэтому я пошел. А пока я фармлю, давайте расскажу о самом интересном, что произошло в следующие дни. Во-первых, пока в Зенлосе шло офигенное событие с Fall Guys'ом и просто великолепный сюжетик, рассказывающий историю Астрояо, в Геншине шел Тетрис. Ой, блин. Во-вторых, я слил 30 круток в молоко. И круто подрался с краном за Волтер Уайта. Ну а после файта с еще одним краном у меня открылся экспертный вызов. Если вам это ни о чем не говорит, не парьтесь. Тут все просто. Тоже фарм, но тут новые предметики для вкачки можно получить, чтобы таланты качать. Я, кстати, качну их только Астре, но это пока. И помните, я до этого говорил, что еще не открыл здешние артефакты. Так вот, теперь они у меня открыты. Их тут называют дисками, и они, как и в Геншине, повышают статы. Теперь снова сливаю еще кучу круток в молоко, и следующие пару дней очень много играю, чтобы выбить Эвелин. Но, к сожалению, в этот раз на 80-й крутке, то есть почти с полного гаранта, мне падает говнище. 79. Ну да, опять говно. Найс! Лего! 42, там 42 на розовом котике там. Смотрите, там 42. Так, Лего, давай. Если не падает Эвелин... Да, снова обманул, но круто ж получилось, да? Даже поставь лайк. И оказалось, она еще лучше, чем я ожидал. Мобов стягивает, бьет жестко. А отряд я сделал с ней не как задротски правильный, а как мне нравится. В нем теперь вот такой бамбу, который бафает огненный урон, и Люси, которая изначально была у меня на аккаунте с, возможно, лучшей внешкой в игре, не считая крысы и Эвелин. А теперь, когда у меня вот такой топовый отряд, проблем у меня не будет вообще. Вот бы еще Лайтера выбить, но это явно будет не скоро, и видос, если я буду еще ждать его и крутить, будет явно не скоро. И еще помните, я до этого говорил, что в игре перебор с фан-сервисом. Так вот, перебор с фан-сервисом в отряде у меня. Ну, его нет, это я его себе выдумал, походу, потому что в начале, когда я только зашел в игру, я бы сказал, что да. Но сейчас я как будто привык или, не знаю, ну просто как будто бы все в тему, нет какого-то перебора. А еще супер хочу подметить, что местный баланс явно лучше, чем в Геншине. А из минусов у игры немножко колхозная оптимизация и Мияги. Все, больше вообще минусов нет. Стоит ли игра вашего внимания? Да, выглядит стильно, персонажи крутые, боевая система бодрая, но это все та же схема с гриндом, баннерами и энергией. И если задолбался от таких игр, то ничего нового ты тут не найдешь. А если тебе кайф так играть, то, скорее всего, игра тебе зайдет. Зашла ли мне? Да. Заходишь вечером такой уставший и идешь кромсать мобов, не думая. Одно удовольствие. Плюс, сразу отвечаю на вопрос. Буду ли я играть дальше? Сейчас не знаю. Но узнать вы об этом можете в моем ТГК, Дискорде или ТГ-чатике. Там я часто с вами общаюсь, что-то спрашиваю. И, как всегда, напоминаю каждому свое.